Здравствуйте, мои дорогие! Это видео для вас на тему любовь, отношения в любом возрасте и независимо, женщина вы или мужчина. Чего от него ожидать или от нее? Что у него или у нее на уме? Куда идут ваши отношения? Чувства, мысли, а также действия, а также чему быть между вами и чего не миновать. Давайте посмотрим с вами на двух колодах. Это Таро Ленорман и игральные карты. Но игральные карты, здесь большая колода, здесь 56 листов. Так что мы узнаем, чему быть и чего не миновать. Кстати, здесь не только игральные, но тоже Таро, старшие арканы, они вплетены, то есть это очень говорящая колода. Чему между вами быть и чего не миновать, что у него на уме. Вызовем его на откровенный разговор и спросим у него, скажите свои секретные мысли, самые такие сокровенные, что ли, которые он признается только себе, и то не всегда. Вообще мужчина иногда с собой даже не разговаривает, он как бы живет вот так вот, как птичка или бабочка. Сейчас так бывает, потому что им внушили в детстве что-то такое, что они должны быть свободны. В общем-то, программировали их на неудачную жизнь. Потому что если ты в отношениях, ты уже не свободен. Ты уже, естественно, ты в отношениях. Ты, может быть, свободен душой, но ты в отношениях. Итак, что скажут эти карты? Что у него на уме? Смотрите, это нулевой аркан. Это нулевой аркан шут. Вот сказала, так и есть. У меня сейчас такое бывает, потому что карты выходят в духе, естественно. Да, я давно занимаюсь картами, они выходят всегда в духе. Так что вы здесь сами видите. Шут – это свобода. Это карта свободного человека. Что у него на уме? Собственная свобода. Но он сейчас слышит меня в любом случае квантово. Привет, привет, кто там ваш мужчина? Вот он слышит меня, и он понимает, уже понимает, что неприлично мужчине, который в отношениях со своей дамой сердца, с вами, неприлично думать, что он свободен. Он свободен, да, как любой человек, он свободен, естественно. И отношения не делают нас менее свободным, отношения делают, наоборот, больше свободным нас. Потому что мы свободны быть собой, мы свободны быть счастливее, вдвоем всегда легче добиться счастья, чем одному. Он понимает, что свобода – это не то, чему его научили, что ему внушили. Ему внушили неправильное понимание свободы. Вот и все. Вот видите, это он смотрит вперед. Но неважно, там фигура женщины и мужчины, карты же, они не знают полов. Они знают человека и хотят помочь. Так что здесь он неправильно видел свою свободу. А теперь он будет пересматривать это все дело. Итак, что у него на уме? Ну вот шляпы его вышли, мужские шляпы, видите? Мужские шляпы. Но вообще-то это у нас тройка пик. Тройка пик – это, конечно, карта очень сложная, и у него на уме какие-то потери. Он хочет одевать разные шапки, шляпы. Но вообще-то я скажу, что это правильно менять свои архетипичные роли. Например, на работе он один, если он начальник на работе, он не может дома быть начальником, дома он должен считаться. Там же любовь, любовь это выше этого всего. Или если на работе он подчиненный, он не может прийти домой и тоже как бы сидеть в углу, да. То есть мы все меняем наши шляпы, здесь мужские шляпы, в зависимости от ролевой игры, от жизни. Жизнь это такая нежная, мягкая, светлая игра, как в детстве, знаете, или сказки. Сказки это хорошо, интересно, но жизнь, она проще, чем сказки. Вот поменяли мы шапку, и вот мы уже дома. И вот он уже на работе, вот он уже с родителями. Но этот мужчина иногда заигрался, он не меняет эти шапки. И психическая болезнь, когда одна маска или одна шапка, она так, знаете, ее содрать невозможно. И вот это у него, поэтому ему и плохо, что он эти маски не сдирает. Он приходит домой, и дома начальник. Или приходит домой, и дома чувствует, что на нем едут. Да? Потому что на работе, если он подчиненный, на нем едут. Конечно, естественно, его замучили на работе. И он думает, что его домашние мучают. Это неправильно, это просто у него, ну вот,
мозг застыл, и мозг видит все не так, как есть, а мозг видит все вычурно как-то вычурно, да? Потому что такое мозг видит? На самом деле мозг видит через глаза. Но еще есть и же понимание того, что видишь. Мужчина не понимает, он, например, на нем ездили на работе. Он пришел домой и думает, что на нем домашние едут. Конечно, это не так. Это обижает. Он думает, что он не свободен. Может ему работу поменять. У некоторых это проиграется. Итак, что еще у него на уме? Потом посмотрим на сердце. Да? Давайте по 3 карты на уме и на сердце. Ну вот это он сам такой, Онегин. Это вообще, это же карта этой эпохи Онегина, Джейн Остин, этих французских романов о любви. Они очень четко говорят о любви. И я здесь вижу, что он как мужчина, который задумался. Наконец-то он задумался, куда я иду, зачем я это делаю, зачем я живу. Правильно ли я себя веду в отношениях? Он задумался. Он здесь, знаете, такой дэнди, вот теперь шапка у него в руке, это хорошо, он хотя бы снял этот свой, знаете, маску эту свою, маску безразличия у кого-то, а у кого-то и жестокую маску. Если мужчина носит жестокую маску, у него часто это связано с тем, что архетипично как-то, в нем так род проявляется, он держит ее в руке, видите. То есть он теперь готов с вами взаимодействовать, он теперь готов свободно. Что такое шут? Это свободное взаимодействие, не основанное на реакции, а на взаимодействии. Он не будет больше реагировать там на ваши слова какие-то или еще что-то. Это не ваши слова, это его там голоса внутри, родовые. А он эту маску снял, шапку снял и говорит, что туз, пик это всегда именно здесь, потому что большая колода, это не игральные карты, это шестерки до туза, да, а здесь единицы до десятки. То есть туз это начало его, знаете, он задумался, потому что пиковая мазь, он понял, что он виноват. Это начало того, что он наконец задумался. Что такое свобода? Иногда то, что мы считаем свободой, то, что он считает свободой, свободой не является. Можно быть рабом того, что ты ищешь свободу не там, где она есть. И может у кого качели, у кого, может быть, даже было подозрение в измене. Он снял эту шапку, он задумался. Туз – это начало его blame yourself, называется. Он себя обвиняет, уже наконец-то дошло до него. Теперь посмотрим его чувства. Но он к вам чувства имеет. Потому что обычно бубновая дама – это вопрошающая, это ваша карта. Он к вам имеет чувство любви. Это хороший очень знак, потому что вы вышли сами. Бубновая дама – это вопрошающий, тот, кто хочет радости в жизни, то есть тот, кто смотрит сейчас мое видео. И он хочет, чтобы с вами было все у него в порядке. Ну хорошо, я довольна. Хотя бы он думает о вас, хотя бы он чувствует. Ну, кстати, вот вы вышли на чувства, так что он чувствует любовь к вам, я могу сказать с уверенностью. Сейчас посмотрим, еще 2 карты мы будем брать на его чувства, да. Смотрите, может это его мать, а может это его дочь, а может быть это 2 параметра ваших. Это ваш параметр бытовой, потому что бубен это часто бытовой параметр, там где деньги, средства, финансы, общий быт, вот это такое все. То есть вы, которая рациональная бубен, а здесь вы сердечная, как страсть, да. Здесь он уважает вашу предпринимательскую жилку, ваш ум быстрый, ваш оптимистичный характер. Я надеюсь, что у вас такое есть. Но а если вы сейчас не оптимист, может быть, так обстоятельства складывались. Вообще по жизни вы оптимист, скорее всего. Вы поднимаетесь с колен и дальше идете. А здесь вы как любимая, там вот такое все, спальня, такое все. Но у кого-то это и 2 женщины. Может быть, вы его мать и так далее. Но если это 2 женщины, я спрошу, это ли 2 женщины, или это, то есть это вы в разных ипостасях. Потому что как у него бывают разные маски, разные шляпы, так и вы выходите в разные ипостаси. Деловая женщина и женщина такая чувственная. Окей, я спрошу, это 2 разные женщины или это одна и та же женщина?
И здесь король пик. Нет, он серьезно настроен. Это вы одна, потому что тогда бы вышла другая карта. Он здесь король пик. То есть это он видит вас очень серьезно, он присматривается к вам, если вы только встретились, познакомились. Кстати, если даже живете давно, он все равно вас считает все время как новую книгу, он присматривается к вам, он видит ваши разные грани. Да, это он видит ваши разные грани. Это ваши разные грани. Даже вот одно лицо впереди, а другое как бы сзади, да. И он хотел бы, чтобы эти разные грани вас, они как бы интегрировались в его видение, что там должна женщина дома и так далее, что мужчина должен. То есть у него вот борются его эти 3 шляпы, да, но он уже одну снял, и это хорошо. То есть борется его архетипичное понимание, что там женщина должна, что мужчина, с пониманием 21 века. Теперь все по-другому, теперь новое время. Теперь новое время. Чувство еще 3-я карта. Но это хорошая карта, но она, знаете, какая? Это карта Иерофант, во-первых, отшельник, да. Чем она хороша? Что она мне еще раз подтверждает правильность моих выводов насчет того, что это не разные 2 женщины, а это вы в 2 ипостасиях, в 2 гранях. Вы как бы с разными прическами, но это вы. Вы такая чувственная и вы деловая. И он тоже, вот вы здесь как 2 сапога, извините, пара. Потому что, как вы любите, пофилософствовать, как всем нам свойственно, порассуждать, поразмышлять. Вы любите, ну, глубокие разговоры, не такие поверхностные. Вот, и так и он. Потому что Иерофант – это тот, который любит глубокие разговоры. Вот смотрите, здесь вы вместе, но иногда так бывает между вами, что вы вроде бы вместе, но в то же время у него своя музыка, у вас своя, видите? Потому что он как бы отвернулся не потому, что он смотрит на другую. Отшельник, у него никого нет. Если у вас есть вопрос треугольники, или же вы подозреваете в чем-то, или может быть вы его ревнуете, то здесь я вижу, что он отвернулся не потому, что он смотрит на другую, нет. Он отвернулся, потому что он в раздумьях находится. Вообще-то хорошо, наконец-то он задумался, куда идет, зачем живет, да. Он снял эту шапку, то есть вот эта шляпа другими словами, да. Эта шляпа, это его, это денди, это его, это, знаете, самомнение. Он снял шляпу самомнения. И он сказал себе, что я виноват, я что-то слишком эгоист. И он задумался о бытие. Вот здесь он задумался, что именно в быту не ладится, а в быту это все нам подвластно. На самом деле быт, уют важнее, чем деньги. Быть счастливым в быту – это самое простое. Вот так можно раз и быть счастливым в быту. А мы как-то несем крест такой, да, напрягаем себя в быту. Здесь вы играете на фортепиано, то есть на рояле. О чем это говорит? Чисто перевод, да, символа на человеческий язык, что вы заняты домашними делами, и вам это в кайф. А он задумался, какую роль он здесь играет. Но это уже хорошо, что он задумался. Это очень хорошо. Чему быть и чего не миновать между вами. Такой философ он. Быть любви, потому что это король любви. Вот видите, как вышло, да? Смотрите, он здесь представлен, ну, глубже, чем вы, потому что я же для вас сделаю о нем расклад, да? Он представлен как мужчина ответственный, король пиковый, или новый знакомый для кого-то, и как король любви, король червовый. Он здесь представлен этими 2 картами для того, чтобы сказать вам, что он вас любит, король червовый, и он хочет взять ответственность, король пик. И Иерофант говорит, что он созрел для понимания, что не только вы должны работать над бытовыми вопросами, но вы вместе должны работать. Он наконец-то созрел для понимания, что и он, и вы – это созвучие. Он здесь отвернут не потому, что он смотрит на других, нет, а потому что он хочет типа разобраться в себе, но слишком долго разбирается в себе. Может быть, до сих пор качели, может быть, он не сделал этого решения относительно вас, относительно вашего будущего. И он теперь подходит к
к себе, как к человеку, в чем моя свобода? В чем моя свобода заключается? Потому что можно сделать то, что ты вроде думаешь, что свободен, на самом деле ты еще больше зажат в своем видении свободы. И он теперь решает, он хочет поменяться, он хочет так, чтобы то, что было плохо между вами, он чувствует, он ответственный. Он хочет поменяться. Валет пик. Это новые хлопоты какие-то между вами, заботы домашние. Может быть, вы, знаете, эта карта, валет, это когда люди наконец решили поговорить, но без обвинений, без нагрузки, так не грузи мозг, да, без философии. Он грузит ваш мозг постоянно нагружает вас. Понимаете? И вы хотите ему сказать, давай вот будем говорить этими словами, которые не будут значить что-то другое, никаких переносов, никаких якорей больше вы не хотите, никаких обещаний не хотите. Вы хотите четкого разговора. Паж – это когда по-новому посмотреть. Это ум новичка. Но вы ему говорите через этот расклад, что послушай, то, что мы раньше с тобой пытались сказать друг другу, и ты неправильно понял, и я неправильно поняла. То есть давай выбросим этот метод. Будем делать то, что выходить на новый уровень, с другого угла посмотрим на это все. И не то, что я делаю одно, ты другое. Давай вместе что-то делать. Давай вместе решим и делаем. А там такая вещь. Месяц нужен, чтобы выработать новое взаимодействие в отношениях. Нужен месяц. Вообще эта колода, она могла бы и дальше говорить. Она такая четкая. Вот. Но я хочу перейти на Таро, как я обещала. Вот, и здесь Таро расскажет. Здесь, кстати, тоже 3 колоды. Сибила итальянская, Таро и Ленорман. Она очень классная. Кстати, у меня есть уроки по этой колоде, если кто хочет. У меня вообще уроки по всем картам есть, которые я применяю. Вот, и здесь мы сейчас посмотрим с вами, чему быть между вами, чего не миновать. Это вот первый такой вопрос, самый главный. Ну, смотрите, это королева жезлов. Он поймет вас. Быть тому, что он наконец-то поймет вас и будет возвращать ту энергию, которую он у вас забрал. Мужчина мог забрать у вас энергию, если, например, был треугольник, были качели, он не принимал решения, он обманывал, он манипулировал, он посмотрела на дно колоды, и это хорошо, что, знаете, всегда, когда предсказатель видит, нужно, а не видеть не нужно. Это 2 чаш. Будет взаимодействие, будет любовь. Если у девочек нет отношений, вот это четко, что вы встретите своего мужчину. Вот-вот встретите. А если у вас уже есть отношения здесь, но он начнет вам угождать. Мы должны угождать любимым. Четко. Мужчина может очень много, если захочет. Карта сама перевернулась. А это еще 2 жезлов. На дне колоды была 2 чаш. Это самая лучшая карта в колоде. У кого-то будет признание в любви, у кого-то будет объяснение в любви, или же будете уже планировать свадьбу. А 2 жезлов – это когда есть диалог. Понимаете, есть диалог и есть обмен энергией. И да, он стратег. Вот он здесь такой, как тот иерофант, да? Он стратег. Он смотрит, например, вы разговариваете о нем с мамой, там, с другими. Он это чувствует. Так что будьте внимательны, когда вы говорите с ним. Не говорите о нем за его глазами негативно. Но у вас, может быть, боль есть, поэтому вы хотите излить душу. Не говорите, не слушайте негативных слов о нем, потому что это не поможет отношениям. Если вы хотите отношения улучшить, он чувствует, он считывает. Видите, он здесь в духе присутствует при вашем разговоре, может быть, с мамой или с подругой о нем. Он в духе присутствует, он знает это все, он считывает эту всю информацию. Подсознательно он все это знает. Поэтому вот здесь он точно как тот отшельник на другой колоде. Он обдумывает все сейчас. Я возвращаю карты назад в колоду именно по этой системе. Хочу, чтобы все участвовали. Вот. Спросим его мысли. Что у него на уме? Что у него на уме?
Он хочет вложиться в вас, он хочет сделать вашу жизнь более обустроенной, организованной. Наверное, вы ему говорили, что так жить больше нельзя, или на чемоданах, или так больше жить нельзя, быть не устроен, финансовые проблемы. Что-то нужно уладить. Он услышал вас, он хочет, чтобы у вас была налаженная жизнь, налаженный быт. Вы королева Пентаклей здесь. Вы же вышли как королева жезлов, еще и как королева Пентаклей. Так что это очень хороший знак. Кстати, королева Пентаклей – это дама бубен по тем другим картам. Так что один расклад подтверждает другой. Понимаете? Вот. Так, это было на уме. А теперь спрошу, что у него на сердце. Тоже свободы хочет. Вот. Паж жезлов говорит о том, что мужчина неправильно понимал до сих пор свободу. Но этот расклад квантом ему, конечно, откроет глаза. Он неправильно понимал свободу. Мама навязала это мнение. Потому что свобода, когда он в отношениях, он не свободен в этом плане, но он свободен еще. Когда человек в отношениях, он свободен еще больше, потому что он другие свои свободы может осуществить. Отправлю ее назад, потому что всю колоду здесь применяю. Итак, чему быть между вами и чего вам не миновать, как паре. Но это карта умеренность, temperance. Посмотрела на дно колоды, 4 чаш. 4 чаш – это стабильность. Стабильность в любви. Чаша – любовь, а 4 – стабильность. Наконец перестанут качели. Наконец мужчина станет надежным, стабильным партнером, и вам будет с ним удобно. Вы не будете больше в нем сомневаться. Вообще мужчины, они, конечно, избалованные часто бывают. Умеренность, temperance. Хорошая карта. Это карта фокуса. Вот фокус на отношения. Фокус именно на стабильности сейчас идет. Потому что он тоже, он не хочет непоняток. Он хочет стабильности, как и вы. Иначе бы не вышла эта карта. А еще умеренность – это старший аркан. Это это центральный аркан вообще, даже в старших. Потому что карта алхимическая, эзотерическая, сильная. Она говорит, что будет все как нужно. Идет все к улучшению. Будет фокус на том, что важно. Видите, красная такая, как сказать, такой шарф красный или платок. Говорит о том, что вы так концентрируетесь, даже не видите, что вокруг вас есть. Так он концентрируется на ваших отношениях. Это очень хорошая карта. Очень хорошая. Я могу с уверенностью сказать, что мужчина теперь, наконец, до него дошло. Наконец до него дошло, да? Итак, что еще карты хотят сказать? Может, совет какой-то дать? 8 чаш. Это не карта ухода, это карта примирения с прошлым. И вы как солдат иногда с ним чувствуете себя, потому что как бы он, командует, может, вами, или же манипулировал до сих пор. Но впереди это повозка, и лошадь – это, конечно, романтика, лошадь – это связь с вами, счастливой, как счастливой парой. Это вот эта связь. И вы здесь идете по дороге судьбы. Может быть, вы хотели бы, чтобы он был. Он, может, сам хочет быть вот таким солдатом по жизни, что, кстати, для мужчины это правильно, это красиво, элегантно. Когда мужчина хозяин своего слова, вот как солдат, он чувствует ответственность как солдат. Он сам хотел бы таким быть, но таким не является. И он сам злится на себя, что он такой расхлябанный. Поэтому он хочет вас учить жить, организовать. Он не хочет вас организовывать. Я вот по этой карте вижу, умеренность была перед этим. Он делает это от неосознанности, от того, что он не понимает. Это всегда перенос. Все, чего мы хотим от других, на самом деле мы хотим от себя, но у нас не хватает ни силы воли, ни понимания, чтобы самим попытаться поменять себя. И поэтому когда у нас есть претензии к другим, вот в данном случае мужчины, когда есть претензии к другим, у него эти претензии к себе, он собой недоволен. Но это уже хороший знак, потому что самодовольные люди, они
Они неинтересны, они смешные. Он, может, раньше был самодовольным, но сейчас он уже собой недоволен. И это уже первый шаг к тому, что между вами будут улучшаться отношения. Ну, терпение, все, да, как умеренность тоже карты. Не то, что терпение, это карта упорства. Именно упорство, я бы не сказала терпение, а упорство. Итак, чему между вами быть, чего не миновать и что посоветуют высшие силы? Посмотрите, сейчас вы чувствуете себя, как будто вы в темнице. Как будто вы на цепи в этих отношениях, вы от него зависите, от этого человека. У некоторых проиграется, что вы чувствуете себя в заперти. Вы чувствуете, как будто вы в тупике каком-то. Но на цепи мы не бываем никогда. Если вы знаете, что на цепи человек только когда он верит, что он на цепи, да. И может быть вы на цепи, у некоторых проиграется, вы на цепи, потому что вас к себе привязал бывший. И, может, с бывшим вы давно расстались, но до сих пор смотрите на него расклады. Я иногда даже слышу, у меня в комментариях пишут, он не такой. Ну вы же на бывшего смотрите, зачем? Понимаете? У вас новый кавалер. У некоторых проиграется, что бывший трансформировался, и в раскладе показано было, все детально вам описала. У некоторых проиграется, что бывший трансформировался, стал достойным человеком. Ведь это же кавалер, который к вам идет, это рыцарь Пентаклей, то есть он идет с радостной новостью. Рыцари всегда это перемены, и это хорошие новости, новости в зависимости от масти. И вот эта замкнутость, зажатость, у вас чувство такое внутри, что ну, безысходно совершенно. Вы ему 100 раз говорили, он не меняется. Но смотрите, что у нас выходит. Карты прямо противоположные. Одна – это карта тупика. Это то, что у вас вот сформировался ваш мир такой внутренний, он как тупик. А это карта прорыва из тупика. Это карта выхода из замкнутой ситуации. Это карта прояснения отношений, разговора, который наконец с вами состоится. И там выяснится все как есть. Понимаете? Потому что рыцарь Пентаклей – это кавалер. Это у многих проиграется, этот человек уже лучше стал, он поменялся, он понял все, он осознал. Он... Тут жезлов. У него осталась к вам страсть, это очень важно. Раз у него осталась к вам страсть, и, кстати, у вас к нему скорее тоже есть страсть, иначе бы не вышел тут жезлов. Все возможно между вами. Но у некоторых девочек, конечно, проиграется, что это новый кавалер. Это новый кавалер может быть у некоторых. Теперь я хочу взять совет для вас, совет от этих карт. Что карты посоветуют для ваших отношений. Очень четко было сегодня показано все, но какой-то элемент проиграется с одних моих слов с вами, какой-то с другого. В процентном соотношении у всех будет по-разному. И поэтому здесь как бы выглядит как один вариант, но ваш вариант будет ваше восприятие расклада. Это ваш вариант, и он уникальный. Он 1 из 8 миллиардов, так что не сомневайтесь вообще. Вы можете, конечно, выбрать, могли посмотреть эту колоду, потом эту и так далее. А в разное время будете смотреть, разное будете слышать. А теперь я спрошу совет от Таро для вас. Еще один совет. Та же самая карта, что выходила. Расклад, смотрите, дно колоды – это рок изобилия. Это большое счастье у вас будет в личной жизни. Вы королева Пентаклей, мужчина хочет сделать вашу жизнь достойной, счастливой. Он может это? Он может это. И я смотрю, это рок изобилия, вообще чудо. И здесь, кстати, тоже Пентакли, это 4 Пентаклей. Может быть, у вас была ссора из-за бытовых неурядиц, из-за того, что у вас до сих пор быт не налажен, или же финансы недостаточно. Все это устроится. Не бойтесь этой бедности, этот страх, он как бы закрывает белый свет. Не бойтесь бедности, ее не будет у вас больше. Рок изобилия вышел вам. И королева Пентаклей, конечно, это вы счастливая, которая уверена в своем мужчине, у которой все хорошо. Дважды вышла королева Пентаклей. Я бы сказала трижды, потому что в той другой колоде была дама Бубен. Вы будете очень счастливы. И мужчина готовит вам какой-то подарок, сюрприз. Это у очень многих проиграется, что он готовит вам подарок, сюрприз, и улучшение отношений не за горами. Так что все у вас будет хорошо.
Я больше чем уверена. Королева Пентаклей дважды показала себя. И знаете, как вот интересно, и когда беру, я же чувствую, мне сказали высшие силы, когда я взяла эту колоду, возвращай карты в колоду. И вот вам результат. И главное, что при вас все происходит, да. Кстати, у меня есть еще интуитивное чтение, такие, где я не показываю карты, а делаю ясновидение. Но здесь именно перед вами про карты. И у меня в основном все видео такие, как 99%, но я тоже делаю ясновидение, где просто карты в духе выходят, там тоже очень интересно, так что приглашаю на те расклады тоже. Но здесь мы вынимали карты и раскладывали веером, а здесь мне высшие силы, когда я взяла колоду в руки, сразу сказали: возвращай карты в колоду. И я, кстати, это озвучила, это не то, что я сейчас вот говорю, да, я это озвучила, можете перегнать назад и послушать. Возвращаю карты в колоду. Мои слова, они вот слова высших сил, когда я говорю. И вот королева Пентаклей 2 раза вышла. Это вы счастливая, вы в достатке живете, подарки судьбы, подарки от мужчины. У вас может своя карьера, кстати, у многих очень пойдет. Вы будете тоже очень хорошо зарабатывать, очень хорошо будете жить. Я очень рада. Я так рада. Я даже так рада, что я оставлю эту карту на дне колоды. Пусть будет. Пусть продолжает вас благословлять. А я скажу одно, что для меня вы любимые люди. Я очень забочусь о вас, и для меня важно, чтобы у вас было все хорошо. Мы обязательно с вами еще увидимся, потому что нам приятно в компании друг друга, а также вы получаете большую пользу от этих видео. Так что еще увидимся. Всем добра. Пока.